Всем привет! Я концертирующий пианист Тимофей Казанцев, а еще я преподаватель. И этой зимой мы с моими друзьями из галереи Ле Криер организовали серию концертов на их выставке. Там был концерт, где играл я и мои ученики, был концерт камерной музыки с кларнетом с Евгением Тарунцовым, а последним был концерт моего друга и коллеги Евгения Алексеева. На этом концерте он играл музыку из головы, импровизировал. Весь концерт он играл совершенно без подготовки. И, конечно, это поражает. Поражает как и публику, ну, собственно говоря, так и меня, музыканта. Допустим, для своего концерта мне пришлось отменить 2 дня занятий с учениками, чтобы как-то прийти самому в себя, позаниматься, приехать на место, на акустическую репетицию, там все прогнать, послушать это на диктофоне, потом опять позаниматься, настроить пианино после этого. Женя же даже не разыгрался. Он просто приехал, проверил, что пианино играет, и сыграл сольный концерт с импровизациями. Также этим летом была премьера фильма «Кёльн-50». Я не уверен, как он локализован на русский язык. Фильм про концерт Кейта Джареда в Кёльне. И там тоже и режиссеры, и сценаристы создают достаточно пафосную ауру вокруг этого явления, вокруг игры целого концерта из головы, импровизации. И моя ученица после концерта Евгения Алексеева спросила меня: а ты так можешь? На что, конечно, прямой ответ – нет. Я не могу прямо сейчас выйти и сыграть концерт с импровизацией. И более того, импровизационный концерт – это не то дело, к которому можно приготовиться, только сидя в классе и занимаясь. Нет. Я знаю, что Евгений вырабатывал модель своих концертов и готовил себя к такому формату концертов достаточно долго, несколько лет. Еще когда я был на концерте Евгения в Новосибирске в 2020 или 2021 году, это не был концерт импровизации. Это были маленькие вставки его собственных импровизаций внутри его кавер-программы, которые некоторым людям нравились, а некоторым нет. Вот, допустим, я был совершенно не впечатлен этим форматом. И, честно говоря, я не могу сказать, что я чего-то большого ожидал от того концерта, который он привез к нам в Хемниц. Однако я получил огромное удовольствие. И я с большим интересом для себя лично отметил, как Евгений разработал эту технологию сольного импровизационного концерта. И несмотря на то, что я не готов сейчас выйти к публике с такого рода музыкой и в принципе, даже не готов готовиться к такого рода выступлениям, мне было бы интересно с вами разобраться, как это устроено и как импровизировать долго во фристайле. Любая успешная импровизация требует выполнения нескольких условий. Во-первых, нужно понимать свою стилистику, в которой мы работаем. Стиль – это очень важная вещь, про которую я буду говорить очень много, если мы продолжим делать видео про импровизацию. Во-вторых, нужно понимать, как в этом стиле избегать ошибок и, с другой стороны, справляться с ошибками. В-третьих, нужна очень хорошая идея. И давайте же посмотрим, как Евгений решает эти 3 задачи. Во-первых, идея. Идею он берет из зала. Зритель должен предложить объект персонажа, место, в котором он находится, и действие или трансформация этого персонажа. При этом, понимая свои стилистические возможности и особенности своей стилистики, он ведет разговор так, чтобы выстроить эту историю понятный музыкально для себя. Допустим, в первый раз, когда я предлагал какой-то свой образ, у меня была в голове некоторая музыка, которую я хотел услышать. Но планомерно Евгений подводил нас к той версии, которую он был готов исполнить. И сейчас я, допустим, понимаю, что если бы я дал ему такую затравку, как, допустим, кузнечик сражается с богомолом, что для меня звучит как какая-то мультяшная или полумультяшная фантасмагория в духе Прокофьева, что-нибудь в этом роде.
чтобы импровизировать такого рода музыку, надо быть к этому действительно по-особенному готовым. Нужно понимать эту интервалику, ритмику, нужно планировать очень тщательно структуру и взаимодействие частей разных характеров. И это отдельный стиль импровизации, который не подходит другим историям, да? И я думаю, что вот в случае моего такого предложения, скорее всего, история бы трансформировалась в то, что мы находимся ясным летним днем, в котором все хорошо, и постепенно начинаем слышать, как прилетает рой какой-нибудь саранчи, которая начинает все пожирать вокруг. Что гораздо больше похоже на стилистику, в которой работает Евгений. И оно бы звучало, как мне кажется, как-нибудь так. Вот это что-то больше похожее на ту стилистику, в которой работает Евгений. Давайте послушаем что-нибудь из того, что он играл у нас на концерте. И теперь мы можем ответить и на два другие вопроса, на то, как Евгений избегает ошибок и как он с ними справляется. Собственно говоря, методики для этого мы с вами уже разбирали в нашем предыдущем видео про импровизацию. Нам нужен звукоряд. Евгений, это был ми-мажор, в котором он чувствует себя безопасно и в котором он может достаточно свободно импровизировать мелодии, гармонические последовательности, при этом оставаясь более-менее в рамках одной тональности. Но когда подходит более драматическая ситуация, он дает диссонансы, потом их будет больше. Он добавляет диссонансы, и когда музыка начинает насыщаться диссонансами, нам становится уже, по сути, неважно гармоническая последовательность, а мы просто работаем на контрасте диссонирующих звуков и консонирующих. Давайте попробуем применить это на практике. Историю я возьму такую. На самом деле это немецкое стихотворение детское. Я его сейчас не буду здесь читать по-немецки, но расскажу как историю. Мой кораблик летит по волнам, волны становятся больше, теперь ему уже не остановиться. И вот начинается шторм, мой кораблик тонет.
Вот такую историю сделаем с завязкой, да, то есть есть какие-то волны, и есть настроение радостного предвкушения, да, жажды приключений. Потом волны становятся больше, и мы сначала должны находиться в каком-то ажиотаже от этого, да, что ну вот как весело, какие классные волны. Потом они должны становиться опасными, должен начаться шторм, да, и в конце концов кораблик должен утонуть, то есть мы должны спуститься вниз, и можно будет как-то вот эту вот воду, которая его поглотила, сделать такой могилой для него, да? Мне нужно созвучие, с которого я начну. Оставляем все предельно просто. Мы будем давать диссонансы позже, поэтому я начну просто с белых нот, с ля минора, до мажора. Наверное, все-таки до мажора, да, потому что что-нибудь в этом роде. И более того, я, в принципе, не связан рамками ритма, поэтому я могу в достаточно свободной манере, в свободной форме менять количество нот в этом арпеджио, идти только в одну сторону или в другую сторону. И для того, чтобы это арпеджио как-то благозвучно развивать, я буду все время или добавлять по одной ноте, или двигать одну-две ноты в ту или в другую сторону. Это у нас будет база, да? Что-нибудь в этом роде. Потом мне нужно расширять диапазон, увеличивать динамику и в то же время добавлять какие-то мелодические элементы небольшие, которые будут воодушевлять, да? Потом начнется шторм, мне нужно будет давать удары грома. И добавлять диссонансы. Какие у нас самые лучшие диссонансы? Самый лучший диссонанс — это тритон. Вот это вот все. Может быть, стоит начать с чего-то более мягкого. Допустим, большая септима. Что, в принципе, даже и достаточно благозвучно звучит, да? И потом потихоньку добавлять еще диссонансов. Добавлять гром, делать волны более страшными, более низким регистром. Потом утопить корабль и немножко осадить движение. Давайте попробуем.
Да, фристайл, он и есть фристайл. Меня все время самого заносит к той стилистике, к которой я гораздо более предрасположен. К чему-то рахманиновскому, аккордовому. То, что мне более-менее понятно. Мне понятно, когда мы берем какую-то гармонию и просто диатонически по ней ходим. Когда мы добавляем немножечко септаккордов, и это начинает играть достаточно хорошо на хроматически снижающихся басах. Для меня это комфортно, и поэтому я тоже стремлюсь к такого рода музыке. Ладно, это выглядит немножко сложно. Как к этому начать двигаться? Вот вариант очень похожей истории, которую я делаю со своими маленькими ребятками. Представим, что мы лежим на песке, на море, у нас светит солнышко, немножко плещутся волны, и мы это показываем с помощью всего лишь нескольких квинт, очень расслабленных. И так далее. Потом начинается дождик. Что нужно для дождика? Нужен более четкий ритм. И тоже какая-то активность, не столько регулярная, но все-таки тоже короткими длительностями в правой руке, допустим. Как видите, ошибку совершить невозможно. Левая рука играет что-то, правая рука играет что-то, все вместе получается дождик. Потом к дождику добавляем гром. Раз в какое-то время. Только мы всегда с вами помним, да, про вот эту историю, что мы ее не играем, да? Можно начать добавлять тоже какие-то квинты, кварты наверху, в верхней части фактуры. И потом опять дождик. И потом опять расслабленная атмосфера. Так, ну я пока показывал, я немножко был в отрыве от музыки. Сейчас я попробую сыграть такой более-менее идеальный вариант этой истории, этой импровизации.
Видите, если должен запланировать, то мы даже не совершаем ошибок. То есть, по сути, я играл здесь неправильные квинты в левой руке, просто продолжал из них сделать какую-то последовательность. Я играл достаточно диссонирующие квинты. Но поскольку это был шторм, это было не очень важно для нас. И при этом сохранялось движение. Самое главное движение было в этом деле, да? Движение и характер. А движение и характер — это как раз то, для чего мы занимаемся музыкой, импровизацией, подобными вещами. К вопросу о том, насколько сложно этим заниматься, я пытался найти еще один пример, который был бы достаточно компактный, интересный и подходящий этой стилистике. Психанул и на 2 дня просто оставил эту комнату, не приходил сюда. Вот, сейчас на 3-й день я вернулся, чтобы показать еще один пример, просто чтобы у вас было чуть больше инструментариев для занятия этим видом импровизации. Так, у меня была идея сделать сказку какую-нибудь, потому что сказка — это достаточно бездонный источник разных характеров и разных историй. Проблема сказок в том, что они слишком обширны, в них слишком много всего происходит, и это требует гораздо большего количества тем, чем мы можем себе позволить в музыке в рамках одной пьесы, в рамках одной импровизации или миниатюры. Вообще, в целом, в композиции, если посмотреть, мы стараемся сократить количество тематического материала, с которым мы работаем. Молодые неопытные композиторы, ученики, те, кто начинает писать, у них всегда есть бурлящий котел, откуда они достают эту мелодию, какие-то там фактуры. Это все превращается в калейдоскоп, в котором невозможно разобраться слушателю. И поэтому фактически самое первое, с чем учатся работать, когда начинают заниматься композицией, это с тем, чтобы выбрать структуру, ограниченный набор тем и научиться развивать одну тему гораздо дольше, чтобы слушатель хотя бы смог успеть понять, что это за тема и какую она играет роль. Так вот, давайте посмотрим. 3-частная форма. Там максимум 2 темы. Сонатная форма. 2, может быть, 3 темы. Вариация. Либо 1 тема, либо это двойные вариации, 2 темы. Пожалуй, самые богатые на темы, формы и жанры — это рондо и сложная 3-частная форма. В рондо у нас есть рефрен, есть эпизоды, которые контрастны, то есть там может быть 3, 4, 5 тем. И точно так же в сложной 3-частной форме у нас есть первый эпизод, да, первая часть с 2 контрастными темами, у нас есть 2-я часть с 2 контрастными темами. Вот мы имеем как минимум 4 разные темы, которые при этом работают с разного рода контрастом. Так вот, давайте возьмем какую-нибудь сказку, которую все знают, «Красную шапочку», и попробуем ее редуцировать хотя бы до 2 тем. Соответственно, «Красная шапочка» и «Волк», правильно? И теперь нам нужно адаптировать эту историю так, чтобы она ужималась только в 2 темы. То есть мы должны убрать фрагмент, где Красная Шапочка разговаривает с мамой. Мы должны убрать фрагмент с охотниками. И оставить, собственно говоря, только встречу Красной Шапочки с волком, дорогу до домика и то, как волк Красную Шапочку съедает. Вот, пожалуй, вот это уже можно превратить в импровизацию во фристайле. Собственно говоря, именно этим занимается Евгений, разговаривая с публикой на своих концертах. Я буду писать их буквами. Сначала у нас есть Красная Шапочка. Это А. Она достаточно должна быть подвижная, приветливая. Вообще хочется сюда какую-то тему дороги, да? В основном Красная Шапочка у нас идет. Она идет по дорожке, потом немножко разговаривает с волком, потом опять идет по дорожке, потом опять немножко разговаривает с волком. Что-нибудь... Немножко не хватает тематизма, да? Слишком все как-то текстурно. Но с другой стороны, почему нет? Вроде нормально звучит. Можно будет к этому потом добавить, если что, небольшие мелодии. И потом мы остаемся на гармониях. В момент разговора
Я думаю, что-то вроде такого перехода должно быть. И давайте попробуем дать волку другую тональность. Значит, мы были в до мажоре в основном, да? И можно либо пойти в доминанту, да? И будет достаточно легко сопоставлять эту доминанту с тоникой с красной шапочки. Что еще можно взять? Что у нас с ля минором, ля мажором? Мне вот эта связка нравится. А что если поиграть с другим контрастом? Воспринимать до мажор красной шапочки как минор и ми бемоль мажор как его параллель. Только сюда нужна другая тема. Да? Вот давайте такое соотношение. Это очень нестандартное, это интересно. И у нас будет волк ми бемоль мажоре. Значит, красная шапочка тут подвижная. Сделаем ее такой вот. Красная шапочка подвижная. Потом она останавливается. И у нас есть... Давайте сразу волка дадим. Сразу дадим волка. Элегантного волка. Такого франта. Элегантного волка. Это галстук такой у меня. Который общается с красной шапочкой. Почему? Да, давайте лучше в тональностях это сделаем. Так, давайте еще разок. Красная шапочка — это у нас до мажор. Он подвижный. Потом элегантный ми бемоль мажор. Потом опять-таки достаточно элегантный до мажор. И потом опять подвижный до мажор. Красная шапочка пошла к бабушке. Потом нам нужен контраст. Нам нужен вот этот вот ми бемоль мажор. Страшный. Он должен быть не ми бемоль мажор, он должен быть что-то... Как нам сделать страшно? Надо сделать тритон, да? И... Все еще не очень страшно. О, вот. Значит, смотрите, я взял здесь септиму, здесь тритон. И сюда добавил еще увеличенную секунду. Нет, только октава здесь работает. О! Похоже на волка. Значит, это у нас будет страшный волк, потом у нас будет красная шапочка, как бы элегантная, как бы простая. И потом у нас до мажор превращается в до минор, волк ее съедает, тут будет всякая вот дичь, и потом что-то очень, очень печальное, может быть даже ми бемоль минор. Вот, сейчас у нас есть план, на который мы потратили, заметьте, около 10 минут. И с этим планом можно попробовать что-то сыграть.
Ну, прямо скажем, наверное, можно и получше. Если этим заниматься не один день, как я, а все-таки оставлять такие комплексные вещи на подольше. В принципе, у меня такой опыт был. Мы делали сказку с новосибирской актрисой Таней Скрябиной, сказку «Карлик нос». И там было много такого рода импровизаций, как бы в рамках истории, в рамках сказки, которые я также подготавливал, и просто у меня было гораздо больше времени, чтобы с этим разобраться. Не знаю, мне так гораздо интереснее работать, когда это не просто полный фристайл, и я не ограничиваю себя рамками того, что я вот прямо сейчас могу извлечь, а все-таки, когда это подготовленная история, я примерно представляю гармонии, мелодии и разные элементы, которые я могу использовать, и когда у меня руки к этому расположены. Но все-таки о такого рода импровизациях мы будем говорить позже. Что нам важно? Давайте так, подытожим. Нам очень важно иметь какой-то план. Он должен быть очень простой и понятный. Даже то, что я сейчас здесь имею, это слишком сложно для того, чтобы свободно играть с первого раза. Я, наверное, импровизирую тут уже около 2 часов, только сейчас у меня начало что-то интересное получаться на эту тему. Это не вариант для концерта из головы. Вариант для концерта из головы был в прошлый раз. Но в любом случае нужен план, нужен очень хороший самоконтроль. Нельзя позволять себе уезжать туда, где вы не знаете, что делать. Это самое страшное. Значит, держаться плана. Не замечать ошибок. Если мы совершаем какую-то ошибку, мы не знаем, что мы сыграли, нужно подчеркнуть это, повторить несколько раз, чтобы это не чувствовалось как ошибка, и потом найти из этих повторов выход туда, где вы знаете, что делать. Значит, ошибка – это не баг, а фича. Повторяется и разрешается. Ну и давайте еще немножко поговорим о выработке этого навыка фристайл-импровизации. То есть мы берем вот эти все задачи. Взять подходящую историю, понимать свои стилистические возможности, понимать палитру того, что вы играете, гармонии, мелодий, паттернов ритмических. И сначала работать в классе, находить подходящие истории, подходящие сюжеты, понимать, как вы должны их адаптировать под свои нужды, разрабатывать их и играть. И потом можете пробовать делать то же самое с родителями, с друзьями, с женами, просто нарабатывая навык игры на публику, потому что это очень важно, и без этого никуда. Любая концертная деятельность, любая публичная деятельность требует тренировки на людях, требует тренировки того, как вы себя ощущаете на людях. И в этом помогут ваши родные, ваши самые близкие люди, которые вас потерпят. Вот, пожалуй, с такими мыслями сегодня закончим говорить про фристайл-импровизацию. И в следующий раз мы пойдем уже по конкретным стилям, будем анализировать стиль, смотреть, где в этом стиле импровизация в принципе уместна и как ее туда вставить. Спасибо большое за просмотр. Надеюсь, до скорой встречи.